Здравствуйте, дорогие друзья, любители хорошего текстиля. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о шерсти, а конкретно об одном из видов шерсти – это мериносовой шерсти. При упоминании о шерсти первая ассоциация, которая приходит людям моего поколения – это бабушкины свитера, бабушкины носки, потому что действительно раньше теплые вещи делали в основном из шерсти, потому что не было других аналогов, не было высокофункциональных синтетических волокон, которые могли заменить шерсть. Поэтому школьная форма была из шерсти, и теплые вещи были исключительно из шерсти. Еще такое воспоминание из детства, может быть, есть у людей моего поколения и младше, что шерсть обязательно должна колоться. Шерстяные вещи вызывают аллергию, потому что она колется, она неприятна. Но на самом деле действительно грубое шерстяное волокно может колоться, но иногда это бывает даже на пользу людям, так как улучшает кровообращение, поэтому то, что колется, не всегда плохо. Как говорила моя мама, насмерть не заколет. Сейчас хорошая шерсть у нас ассоциируется с хорошими костюмными тканями, тканями для брюк, для высококлассных костюмов, курток, пальто и других вещей. При упоминании о мериносовой шерсти первая ассоциация, которая возникает у людей, которые более-менее в теме, это Австралия, австралийская мериносовая шерсть. Однако так было не всегда, и мериносовая шерсть в Австралию откуда-то попала. Что же такое меринос? Меринос – это тонкорунная порода овец. Овцы есть мясных пород и шерстяных пород, которые, соответственно, выращиваются ради мяса и ради шерсти. Меринос относится именно к породам овец, которые выращиваются ради шерсти. А родиной мериносовой шерсти, по крайней мере на сегодняшний день, историки утверждают, что пришла она к нам из Древнего Рима, где выращивали породу овец, которые назывались тарантино. Из Древнего Рима, благодаря берберам, контрабандистам, которые переходили в Испанию из Марокко, это были племена маринидов, они принесли в Испанию именно вот этих вот овец мериносовых пород, которые стали заселяться в Испании, в провинции Эстремадура. И вскоре стали там очень популярны, поскольку в Испании был для них очень благоприятный климат, и летом и зимой достаточно теплая погода. Летом они паслись на юге, на равнинах испанских, зимой они паслись на севере Испании. Мало кто знает, но до 18 века экспорт мериносовых овец Испании был запрещен под запретом смертной казни. Испанцы не вывозили своих мериносовых овец, у них была куча огромных фермерских хозяйств, которые занимались разведением мериносовых овец. В основном владели этими овцами духовенство, церковь, крупная аристократия. Проводились селекционные работы, качество шерсти улучшалось с каждым годом, и так продолжалось множество лет. В итоге Испания стала законодателем мод в шерсть. Это были лучшие шерстяные ткани, которые экспортировались во всей Европе. И испанцы считались главными монополистами в области мериносовой шерсти. Так происходило до тех пор, пока в 1765 году король Карл III, король Испании, как говорится, чисто по-братски, передал своему брату, принцу Ксавьеру Саксонскому, небольшую отару мериносовых овец. Саксония – это нынешняя территория Германии. И вот таким образом овечки все-таки из Испании попали в другие европейские страны. Сразу началось бурное развитие, селекционная работа. Оттуда они попали из Саксонии в Германию, в Нидерланды, в Бельгию, где стали развиваться, соответственно, эти поголовья овец. И вот уже в 1802 году, посмотрите, всего лишь прошло каких-то 40 лет, в Саксонии было 4 миллиона овец саксонского мериноса. И он уже стал центром разведения мериносов. А в это же время в Европе шли наполеоновские войны,
Испанская промышленность была практически разорена, и центр разведения мериносов плавно переместился в Германию. Как видите, пока что еще до Австралии не было и в помине. В это же время мериносовые овцы попали в Америку, попали в Канаду, где также стали их активно разводить. Что же было дальше? Как появилась Австралия? Во времена первого флота, который направился к берегам Австралии в XVIII веке, флот Лаперуза, на борту было 70 овец. Везли их туда, соответственно, для разведения, для того, чтобы прокормить и обеспечить шерстью первых поселенцев. Выжило после морского путешествия всего лишь 28 овец, один ягненок, что, в общем-то, послужило началом Великой Австралийской империи мериносов. После этого было много детективных, полудетективных историй, как развивалась эта промышленность в Австралии. Множество знаменитых людей участвовало в разведении, в выведении, в селекционировании разных пород, скрещивании их между собой и выведении овцы, у которой будет самая тонкая и самая длинная шерсть. В 1810 году, всего лишь, посмотри, через 22 года было 33 тысячи овец, благодаря людям, которые самоотверженно их разводили. Что же мы видим дальше? Через 20 лет 2 миллиона овец в Австралии. На сегодняшний день в стране 150 миллионов овец, в которой 24 миллиона человек. Нетрудно подсчитать, что на одного человека приходится 6 овец, их больше, чем людей. А в Китае примерно столько же поголовья мериносовых овец, но в Китае гораздо больше населения. Поэтому вот такое процентное соотношение, самое большое, это в Австралии. 30 тысяч фермерских хозяйств, в которых разное количество овец, от нескольких до 10 тысяч. Идет постоянная работа, постоянное селекционирование. Многие люди вошли в историю, как, например, Элиза Фарлонг. Это одна из женщин-фермеров Австралии, которая в течение нескольких лет отправлялась в Европу. Она пешком прошла 2500 километров, обходя все саксонские овцеводческие хозяйства и выбирая самых лучших овец. Она их выбирала, она их покупала, она формировала вот эти вот небольшие стада, которые отвозила в Австралию для разведения. Ее имя, в общем-то, вошло в историю, и благодаря вот одному этому человеку сформировалась, можно сказать, ну не только и другим селекционерам, также сформировалась промышленность целого континента. Представьте, вот насколько значима была ее роль в истории. Долго можно рассказывать о том, как развивалось это хозяйство, как росли цены на шерсть, как люди вкладывались в это, как люди разорялись во времена засухи, во времена депрессии, когда был переизбыток шерсти, множество хозяйств разорилось. На сегодняшний день средняя австралийская овца мериноса, саксонский меринос, производит около 3-6 килограммов шерсти в год, стригут ее 2 раза в год. Самый крупный баран породы Пепин Мерино до 18 килограмм тонкой мериносовой шерсти. Пепин тоже от фамилии одного из селекционеров. В Австралии оказался очень хороший климат для этих пород овец. Летом очень жарко, зимой достаточно холодно, благодаря чему шерсть получается тонкая, мягкая, шелковистая. Она должна обеспечить теплообмен у самих овец. И, соответственно, вот направление развития именно шло селекционеров вот для того, чтобы улучшить качество шерсти. Люди вкладывают деньги в драгоценные металлы, в криптовалюту, но многие люди вкладывают деньги и в шерсть. Обратите внимание, за 20 лет цены на шерсть выросли на 400%. С $500 до более чем $2000 за 100 килограмм австралийской шерсти. На сегодняшний день хороший баран мериносовый или овца стоит баснословных денег. Мировым рекордсменом здесь является баран по имени J.C. Люстер 53, которого продали за рекордную цену, посмотрите, $450 тысяч. $1000 – это цена наиболее дорогих автомобилей в мире, а тут за барана, который, соответственно, обладал какими-то замечательными качествами по
шерсти, по размножению и так далее. Мы видим здесь фотографию с аукциона. На аукционе за каждым бараном вывешены его технические характеристики, назовем это так, тонина шерсти, какой процент шерсти данной тонины, ну и другие показатели, цвет и так далее. Вот, соответственно, ежегодно в Австралии проходят эти аукционы, где люди отбирают племенных овец и баранов для своих фермерских хозяйств. Теперь поговорим, почему же австралийская шерсть, почему она такая ценная, почему ценная именно порода мериносовой шерсти. Здесь на этом слайде мы видим строение одной шерстинки, шерстяного волокна. Это белковое волокно очень сложного строения, мы не будем на нем останавливаться, но по сути такое же строение человеческого волоса. Нас здесь интересует наружный слой волокна, который называется кутикула. Это тонкая защитная оболочка, то, что защищает ваш волос, состоящая из ороговевших чешуйчатых клеток, очень маленьких, 0,5-0,2 микрометра. Дальше внутри находится белок, кутикула, кортекс. Это белковые составляющие шерстяного волокна. Вот так вот шерстяное волокно выглядит под микроскопом. При крупном увеличении мы видим вот эту поверхность кутикула, состоящая из отдельных чешуек. В чем же особенность чешуек именно мериносовой шерсти по сравнению с обычной, ну, например, европейской, полугрубой или грубой шерсти? Дело в том, что ее чешуйки круговые, они располагаются по кругу, они очень маленькие и накладываются друг на друга как черепица. Таким образом, на 100 микрометров длины мериносового волокна от 10 до 12 чешуек. А, например, у пуха кашемирских коз 6-7. Можете посмотреть, мы делали передачу ранее про кашемир. Таким образом, смотрим, чешуек больше, а это значит волокно, и изделие будет еще более теплое. Почему я про это скажу отдельно? Может возникнуть вопрос, так почему же тогда кашемирская шерсть, изделие из кашемира, стоит дороже, чем изделие из мериноса? А я вам могу сказать, а почему гриб-трюфель стоит так дорого? Почему черная икра стоит так дорого? Ну, не только же потому, что у нее такие прекрасные вкусовые качества. Дорого стоит все то, чего мало. Кашемирские шерсти, кашмир из штата Кашмир и других получают в год очень мало. А меринос, вы видели сколько? Миллионы овец во многих странах разводят. Поэтому, конечно, конкуренция большая, и цена на меринос не может быть такой же зашкаливающей, как цены на кашемир. Хотя по своим теплозащитным свойствам, как видите, мериносовая шерсть абсолютно не уступает. В чем главный секрет мериноса, в чем главный секрет этой шерсти? Смотрите, волокна очень тонкие, а чешуек очень много. Чешуйки задерживают воздух. Если мы возьмем 1 сантиметр волокна длины, то вот в этих чешуйках будут находиться миллионы маленьких, ну, представьте, таких пузырьков воздуха, которые задерживают и сохраняют тепло, которое находится в пространстве между телом и одеждой. Посмотрите, для сравнения, здесь мы видим фотографии грубой шерсти, тонкой шерсти, мериносовой, кашемира, альпаки. А вот так вот выглядит человеческий волос. Его толщина от 60 до 120 микрометров. А здесь мы видим вот самую тонкую шерсть мериносовую, порядка 16,5 микрометров. Хлопковое волокно, правда, еще тоньше. Для сравнения, толщина обычной шерсти 25-40 микрометров, тонкой мериносовой, обратите внимание, в 2 раза тоньше. В 2 раза тоньше, запоминаем, значит, она априори не может ни колоться, она будет очень мягкая, она будет очень гибкая. Вот, соответственно, в изделиях все это вы и обнаружите. Мериносовая шерсть делится на основные типы в зависимости от ее толщины. Как я вам говорил, чем тоньше, тем лучше. Чем тоньше, тем более тонкую пряжу можно получить, более элегантные вещи и более изысканный трикотаж или ткань. А самая толстая мериносовая шерсть, диаметр волокна 22,6 микрометров и выше, используется для костюмных тканей, пальтовых тканей, также может использоваться для мебельных тканей. Дальше по убыванию идет средняя шерсть, диаметр волокна 20-22 микрометра. Это самая распространенная средняя шерсть и тонкая средняя шерсть
от 19,6 до 20,5 микрометров. И как раз вот те бараны, которых продают и овцы за бешеные деньги, это носители именно такой шерсти. Потому что многие производители не стремятся получать самую тончайшую шерсть. Это очень сложно, это очень дорого, это очень муторный процесс, а вот это массовое производство, такой шерсти больше всего. Поэтому большинство фермерских хозяйств выращивают именно вот таких medium and fine medium wool. Далее по тонине идет тонкая шерсть fine wool 18,6-19,5 микрометров. Сверхтон тонкая super fine 17,6-18,5 микрометров. Но есть еще ультратонкая шерсть от 16,1 до 17,5 микрометров. Ну, есть и экстра ультрафайн, такой шерсти совсем мало, это прямо совсем эксклюзив. Встречается достаточно редко, и мало кто из фермеров заморачивается выпуском именно такой шерсти. Большинство сосредоточено на обычном мериносе. Но это не значит, что этот меринос хуже. Он абсолютно не хуже, он будет нести все те же комфортные свойства, что и ультратонкая шерсть. Но просто это вот прям вот эксклюзив, самая тонкая шерсть. Дело в том, что такой тонкой шерсти в среднем где-то в мире добывается около 2 тонн. 2 тонн в год. Можете себе представить, какая будет цена на эту пряжу и на это изделие. А для сравнения, обычной мериносовой шерсти 5 миллионов тонн. 2 тонны, 5 миллионов. Сопоставьте. Ну, некоторые фирмы, тем не менее, есть итальянские бренды, которые в своей продукции используют только такую шерсть, вот именно ультра-супер тонкую. Например, итальянская фирма Loro Piana, которая выпустила бренд под названием Gift of Kings. Переведем, подарок королей. Ну, можете представить цену на эту куртку, которая получена из такой шерсти. Какими же свойствами, если обобщить вышесказанное, обладает мериносовая шерсть? Мягкая. Почему мягкая? Волокно очень тонкое. Про тонину мы уже говорили. У мериносовой шерсти очень хорошая терморегуляция, она поддерживает микроклимат в пододежном пространстве, она сохраняет ваше тепло и отводит образовавшуюся влагу. То есть вы себя чувствуете комфортно даже при перепадах температур. И летом вы себя чувствуете в ней комфортно, и зимой, потому что у нее очень высокая теплоизоляция. Чешуйки задерживают воздух, соответственно, сохраняется тепло. Почему изделия из шерсти теплые? Почему изделия из мериносовой шерсти очень теплые? Потому что чешуек много, чешуек маленькие, они сохраняют больше воздуха, больше тепла. А теперь представьте это сочетание. И тонкое, и теплое, и изделия очень легкие. А изделия из грубой шерсти, как вы знаете, они довольно тяжелые. А здесь мы получаем 5 в одном. Легкое, мягкое и теплое. Хорошая воздухопроницаемость. Чешуйки, волокно тонкое, волокон в сечении пряжи много в изделии. Изделие хорошо дышит. Гигроскопичность, способность впитывать влагу. При кондиционных условиях у шерсти гигроскопичность мериносовой порядка 15-17%, в условиях высокой влажности аж до 40% превышает большинство из натуральных волокон по этому показателю. Изделие быстро сохнет, быстро отводит влагу. И также одним из достоинств мериносового волокна является хорошая защита от ультрафиолетового излучения. Фактор от 25 до 50. Соответственно, вы можете использовать ее для активных видов спорта на воздухе, в солнечную погоду. И будете себя прекрасно чувствовать. Кроме того, шерсть обладает высокими мериносовыми антибактериальными свойствами благодаря наличию в ее составе ланолина и кератина. У многих девушек дома есть ланолиновый крем, вот он получен на основании различных продуктов жизнедеятельности овец. Благодаря этому свойству происходит абсорбция неприятных запахов. Хорошая шерстяная вещь, даже если вы в ней вспотели, она эти запахи абсорбирует и не будет от вас, соответственно, пахнуть потом. Даже некоторые бренды используют это в продвижении своей продукции, что там в наших носках вы можете заниматься активными видами деятельности в течение целого дня, и ноги и носки пахнуть не будут. Изделия хорошо отстирываются и плохо загрязняются, это тоже очень хорошо. У шерстяной пряжи и волокон высокое разрывное удлинение до 30%, благодаря чему изделия получаются эластичными, изделия из шерсти мало мнутся, и погладить их тоже хозяйки и мужчины знают, что шерстяные брюки или шерстяной костюм погладить очень легко.
Если уже у вас нет времени его погладить, просто повесьте свой костюм или брюки в ванной комнате на ночь, откройте кран с водой ненадолго, и утром вы получите хорошо выглаженные вещи. Низкая электризуемость. Изделие не накапливает статический заряд. Высокая гигроскопичность, соответственно, будет электризуемость невысокая. И волокно и изделия являются антиаллергенными для людей, которые склонны именно мериносовой шерсти. Также у мериносовой шерсти и шерсти вообще высокий кислородный индекс и высокая огнестойкость. Самая высокая среди натуральных волокон. То есть волокно не загорится так, как загорится там хлопок или льняное волокно. Для шерсти нужно большее содержание кислорода, чтобы вызвать горение. К недостаткам мы можем отнести высокую цену по сравнению с другими натуральными волокнами. Но и так как цена эта росла, за последние 60 лет она выросла значительно, то многие производители шерстяной одежды пошли на то, что стали заменять в составе изделий ткани трикотажа шерсть на наиболее близкое к нему по свойствам синтетическое волокно. Это акриловое или нейтроновое волокно. Ну и также изделия нуждаются в деликатной стирке, ручная или щадящий режим обработки, и также сушка для того, чтобы вы сохранили дольше благородный и красивый вид ваших изделий. Где применяются изделия из мериносовой шерсти, по этому поводу можно долго говорить, мы коротенько с вами пробежимся. Ну, во-первых, это мужские костюмы, женские костюмы, джемпера, кардиганы высокого качества. Это детские комплекты одежды, поскольку мы сказали, что это волокно антиаллергенное. Это спортивные костюмы из мериноса, шарфы, шапки, легкие, теплые, удобные. Термобелье делают из мериносовой шерсти, из шерсти вообще. Пледы, одеяла. И отдельное направление outdoor одежда. Изделие из мериносовой шерсти сейчас получило очень большую популярность. Много европейских фирм занимается выпуском такой одежды. Одежда для активных людей, для различных видов спорта, для экстремальных видов спорта, для тех, кто зимой бегает в горах, занимается восхождением. Почему? Термобелье теплое, сохнет быстро, загрязняется мало, хорошо согревает, отличная терморегуляция. Есть куча фирм, которые занимаются только брендами носков из мериносовой шерсти. У них линейка носков больше 10 наименований, каждая со своими функциями и так далее. Ну, про это, в общем-то, можно делать отдельную передачу. Как вы в термобелье из мериносовой шерсти будете комфортно себя чувствовать зимой в палатке. Ну вот одна из фирм Polartec, известная тем, кто занимается активным образом жизни, выпустила такую технологичную современную ткань из мериноса. Это двухслойная ткань. К телу прилегает мериносовая шерсть, снаружи полиэфирная нить. Соответственно, терморегуляцию, абсорбцию обеспечивает шерсть, выводится влага через полиэфирный слой, он добавляет эластичности и так далее. Вот. Ну вот один из вариантов еще. Ну и последнее, на чем мы закончим эту передачу. Дело в том, что все знают, какие мощные экологические движения существуют в Европе, не сравнить с наших реалий, даже американскими. Ну, самые мощные движения у всех на слуху имя, как ее? Греты Тунберг, совершенно верно. Спасибо. Вот, поэтому многие европейские компании предъявляют строжайшие требования к австралийским производителям шерсти. Потому что говорят: ребята, если вы плохо заботитесь о своих овечках, извините, мы вашу шерсть даже покупать не будем. Поэтому они требуют с них даже специальный сертификат, подтверждающий, что именно на их фермерском хозяйстве осуществляется суперзабота об овечках. Например, владелец поголовья обязуется обеспечивать адекватное укрытие от холода и от солнца для обеспечения комфорта проживания. Овцы всегда должны иметь доступ к чистой воде и правильному питанию. Фермеры обязуются вести тщательный и регулярный медицинский осмотр поголовья для предотвращения эпидемий, травм и минимизации стресса. Господа, фермерам запрещается причинять боль и страдания животным, в том числе запугивание и размещение сооружений, несущих угрозу для животных.
Многие люди на планете могут похвастаться, что с ними соблюдаются все эти требования, а также вмешательство человека должно быть минимальным в процессе жизнедеятельности. Посмотрев на это, можно сказать, не так уж плохо живут мериносовые овцы в Австралии. Всем бы нам так. Всего хорошего, спасибо за внимание, с вами был Текстиль Эксперт.